Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад на неделю с 7 по 13 октября. Давайте узнаем у карт, как они видят для вашего знака зодиака неделю. И что важно знать, что нужно учесть, может быть, какие перспективы на неделю нам расскажут карты. И, конечно, будем реалистами, потому что любой прогноз всего лишь прогноз. Карты не расскажут, не передадут о том, что вы сейчас чувствуете, или о каких-то жизненных коллизиях. Но мы с вами размышляем, предполагаем и допускаем наличие альтернативных вариантов развития событий. И в наше турбулентное время, пожалуй, очень важно. Мы ведь можем себе что-то напланировать, а оно возьми да пойди еще. Как-то не так. Или увидеть какую-то возможность, которая, на первый взгляд, так серовато, непонятно. Вот давайте узнаем, рассмотрим, что нам расскажут карты, какие подсказки дадут. Что важно, что нужно знать, неожиданности. Что вам может помешать или чему сейчас не время? Иногда какие-то эмоции над нами словно давлеют. И наоборот, вот что помогает? По основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, учеба, оформление каких-то документов. Вот каковы энергии. Энергии денег. Личная жизнь. И достанем карту совет. И что же нужно знать? Вот смотрите, пятерка жезлов – это много информации. Это когда словно, наверное, как в басне Крылова. Проказница-мартышка, осел, козел и косолапый Мишка затеяли сыграть квартет. Но и, как мы знаем, квартет этот не пошел, потому что каждый играл сам по себе. Есть какой-то информационный хаос или есть какая-то путаница, неразбериха, но каждый сыграть свою партию стремится, и при этом стремится, занять превалирующее какое-то господствующее положение. Могут люди настаивать, что, к примеру, вот правда именно такова, как мы ее подаем, как мы ее видим. То есть тут много мнений может быть. И, кстати, ни одно из этих мнений не может быть правильным. А где-то истина рядом. И тогда для нас задача по этой карте правильно оценить услышанное, правильно работать с этой информацией, новостями. И в наше, опять же, турбулентное время, мои дорогие стрельцы, согласитесь, много фейков. И подают это, потому что иногда и в разных мессенджерах есть такой посыл кликбейт, да, его никто не отменял, и поэтому могут подать как, это абсолютная правда. А вы будьте скептиками, мои дорогие, вот это, пожалуй, нужно знать. Тут и самому чем-то не загореться, понимаете? Зная ваш характер, вы люди солнечные, вы оптимисты. И могут так это раз накрутить какое-то дело или подать вам на таком блюде, что это точно и правда, и, к примеру, этим заниматься определенно есть какая-то перспектива, или, если действовать в каком-то ключе, направлении, тоже получится что-то хорошее. А здесь больше нейтралитет. Тут как будто нужно полшага назад отступить, и правильно проанализировать, добавить хладнокровие в какие-то эмоции. Или, мои дорогие стрельцы, на этой неделе может быть просто вокруг вас много людей. Вот какой-то как шум, какое-то движение, какой-то как новостной быстрый калейдоскоп, когда я не успеваю сориентироваться. Утром пришла одна новость, вечером пришла другая. Или, кстати, люди тоже могут проходить по этой карте, которые себя ведут ненадежно, на них не понадеешься. Он думает утром одно, а вечером он забывает. Забывает о тех словах, когда он кому-то что-то утром пообещал. Или он не поставит кого-то выше своих собственных интересов. Поэтому человеку без предупреждения легко уйти по-английски или нарушить данное обещание. Примите это к сведению. Вот каковы это энергии. И тем не менее, вот в этом хаосе вы выходите победителем. В неожиданностях или то, чего мы не ожидали. Значит, вы сумеете, мои дорогие стрельцы, с каким-то вопросом разобраться. Или, может быть, это какая-то многоходовочка, правда? Или это у вас многозадачность, когда вам нужно провзаимодействовать, опять же, с целым коллективом.
или сразу по нескольким направлениям, которые вы себе наметили. Но шестерка жезлов – это карта победителя. Кстати, это ваша сильная позиция, но нам нужно сохранять это. Потому что карта победителя всегда говорит о том, что ты уже чего-то достиг. Но если ты ослабишь контроль, именно контроль, то все пойдет в кривь и в кость. Вот не надейся на людей, потому что вот эта толпа, которая рукоплещет победителю, она очень переменчива. По сути дела, толпа – это и есть прообраз пятерки жезлов. Чему сейчас не время или что вам может помешать? А вот знаете, лесть вам может конкретно помешать. Или какие-то пустые обещания. Мы как раз про пятерку жезлов я подробно обрисовала. Или мы вдруг начнем вспоминать былое думы. Или где-то соскользнем в такое, знаете, вселенское благодушие, что все решится само. А нам говорят, а нет, а тут само. Тебе нужно контролировать и понимать, да, есть ряд вопросов, на которые ты не влияешь. И тебе придется принять, допустим, как обстоятельство, какую-то обстановку и думать, что я могу сделать по данному вопросу. Но есть еще и пустые ожидания или пустые какие-то хлопоты, будем говорить, когда мы уверены в чем-то, а прогресса не будет. Поэтому вам придется действительно держать баланс, быть реалистом особенно. Что же вам будет помогать? Основной посыл этой карты, если мы спрашиваем, что будет помогать, и карта говорит, ты будешь искать выход, и ты его найдешь. Поэтому, как и работа правильная с информацией, с новостями, или узнать, где находится истина, где находится правда. По восьмерке кубков, да, иногда это помогает, когда мы, к примеру, поехали за консультацией, может быть, к юристу, может быть, к адвокату, или мы поехали в конкретную местность для того, чтобы там, уже на месте, разобраться по какой-то проблеме или вопросу. Это может быть как помощь, когда вы просто куда-то перемещаетесь и уезжаете. Какая-то дорога, поездка вам тоже может помочь. Или приезд человека к вам. Может быть, вы сумеете проговорить какие-то очень важные разговоры. Может быть, встречи с человеком. Но помимо всего этого, еще и восьмерка кубков, у нас человек не оглядывается назад. То есть мы не действуем по шаблону. Мы не оборачиваемся в прошлое. И если мы будем использовать прежние методы, или вот это, кстати, шестерка кубков, ведь это тоже карта прошлого. И она выпадает в позиции, что нам может помешать. Поэтому если мы где-то больше, опять же, благодушествуем или думаем, что то, что нам пообещали, обязательно слово сдержит. Или мы думаем, все вернется на круги своя. Вот тут, скорее всего, нет. Тут нужно принять какую-то новую реальность и отстроить свою новую либо организацию или адаптироваться к какой-то ситуации. Дела, работа, бизнес. Давайте посмотрим, может быть, больше раскроют. Нам выпадают какие-то приятные эмоции. Вы знаете, у вас какая-то есть победа. И вот, судя по всем вот этим 5 картам, которые мы с вами уже открыли, это приходит какая-то радость, и она, так, знаете, может затмить все остальное. Это прекрасно, конечно, это вдохновение, это какие-то новые возможности, это хорошее настроение, в принципе, по рыцарю кубков, так, в целом, потому что мы ведь смотрим деловую сферу. И что-то вас и вдохновляет, что-то вас радует, то есть есть какой-то положительный момент, причем тот момент, который где-то, ну, самодостаточностью больше связан. Но мы, опять же, мы не должны расслабиться или утратить свой контроль. Здесь быть готовым к каким-то мелочам. Это будет где-то более усиливать ваши позиции, усиливать ваши возможности, потому что помогает? Да, ты достиг уже как будто какую-то победу, стрелец, и ты теперь под этим подведи итог. А дальше дорога, она как с чистого листа. Потому что нельзя в реку войти дважды, или нельзя повторить какой-то свой успех, или если ты будешь пытаться повторить тем же методом, или достичь какой-то вершины, или согласования, все-таки у нас деловая сфера, то у тебя не получится. Тут придется добавлять какие-то новые
нюансы взаимодействия с людьми. В целом буквально помогает ваше хорошее настроение и оптимизм. Если мы говорим, знаете, мы можем тут по части личной жизни где-то замечтаться. У кого-то могло быть недавнее знакомство, и мы где-то окунулись в эти эмоции, и они нас поглотили. Увы, я должна это тоже озвучить. А рыцарь кубков нам говорит: насладись моментом, но пока не строй грандиозных планов. То есть есть какие-то позитивные сдвиги, или есть что-то добро-хорошее, действительно какая-то победа. Но ваша задача не успокоиться, а приумножить. Еще один рыцарь. Вы знаете, как здесь перемещение, я могу сказать, что у вас какие-то дороги. И даже если вы не намечали ничего подобного, по рыцарю жезлов это сами по себе неожиданности. И, кстати, рыцарь жезлов, ему нравится этот драйв. И он готов к этим неожиданностям. Поэтому где-то и карты вам все говорят, и ты будь готов к неожиданностям. Понятно тогда, что прежние какие-то ваши методы, они попросту не сработают, потому что мы можем столкнуться с новой реальностью, и действовать придется по-новому. Тут могут быть вопросы, как оформление документов, которые связаны как раз с поездкой или с переездом, или с каким-то перемещением. Может быть, командировки у кого-то так проиграются. Или разноплановость какая-то, когда нужно и в одну инстанцию, и во вторую, и в третью. Может быть, вы будете что-то согласовывать по части денег, финансов с банками или какие-то платежные системы. Здесь вы можете столкнуться с тем, что вот прежняя какая-то система, она тоже устарела и она меняется. И вам нужно перестроиться, к примеру, на новый вид оплаты или на новый способ получения денег, на новый график работы. У кого-то вот все вместе тоже может проиграться, которые связаны с тем, что какая-то реструктуризация либо на работе идет, либо, мои дорогие стрельцы, это в вашей личной жизни. Может быть, есть какие-то изменения, и тоже вам нужно пересмотреть, начиная от графика, так и в целом, как организация жизни, себя организовать. А у кого-то это может означать, я начинаю работать на дому. Может быть и так. Или чем я буду заниматься, если я куда-то перемещусь. Может быть такой момент для кого-то из вас. Я должен уметь работать или иметь возможность из любой точки мира. Но определенно движуха какая-то у вас на этой неделе будет в личной жизни. Но вам тут что-то будет нравиться за эту неделю. Девятка кубков – это как раз и про самодостаточность. Это про то, что деньги есть, деньги будут. Хотя это, знаете, это ведь не совсем про любовь карта, хоть и кубки. Я называю это картой эгоиста. Нам на карте показан человек как хозяин таверны. Во-первых, это его бизнес или это его дело. Это то дело, с которым он взаимодействует, ну, едва ли не 24 часа в сутки. Но вам нравится чем-то заниматься. Или, как минимум, должно быть такое. И когда мы все сохраняем, приумножаем, так в целом мы можем обрисовать эту карту. И значит, для людей семейных тут... Ну, есть, может быть, и вопросы, которые увязаны даже с работой или вашим с трудом, творчеством, но одновременно и решение, допустим, вопросы, связанные с вашим местом пребывания, с домом, или организацией внутри именно семьи тоже. Вот есть организация адаптации на этой неделе однозначно, но это все во благо. Вы что-то как и укрепляете, и с большим оптимизмом смотрите в будущее. Я люблю эту карту, потому что действительно это карта самодостаточности. Вот наш очень важный материальный мир по этой карте в полном балансе. Совет. Вот как с пятерки началось, так пятеркой у нас и заканчивается. Не должно быть конфронтация. Вы можете не соглашаться по пятерке жезлов с людьми или услышанной информацией. И тогда карта говорит: это не повод ссориться, или это не повод кому-то что-то доказывать. Вы столкнетесь на этой неделе с тем, что мы можем как вспыхнуть, мы не согласны с какой-то новостью, или мы не согласны с тем положением вещей, которые существуют в реальности. И тогда нам опять говорят: не устраивай конфликта. Вас могут искусственно люди пытаться втянуть в конфликт, мои дорогие. Вам могут и где-то льстить, или могут, знаете, люди такие вам встретятся на пути, которые могут что-то нелицеприятное сказать. И самое главное, храните спокойствие.
Не включайтесь в какие-то вопросы, которые возле вас их будет на неделе много, который каждый будет, как вот этот квартет, пытаться к вам на какой-то стриженной козе буквально подъехать и искать к вам вот эти подходы и методы, чтобы вы на что-то согласились. А вам при этом не надо удариться в доказательства, а сохранять нейтралитет, сохранять самого себя, свой порядок, свои планы на будущее, решать свои вопросы. И есть за что вам бороться, будем говорить, я имею в виду решать, потому что по девятке кубков мы сказали, это карта благополучия материального, так и есть какая-то победа. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.